Привет, это майор в отставке. Ну что, дамы и господа, поздравляю вас. Звонки через WhatsApp и Telegram в России заблокированы. Все, приехали. Это произошло буквально несколько дней назад. Пока там заблокированы только голос и видео, но переписываться вы пока еще можете. Надолго ли? Да черт его знает. В общем, если хотите услышать голос сына из другого города, то учите слово из 3 букв. Нет, не то, что вы подумали. Это слово VPN. Напомню, если вы вдруг забыли или если не знали, а потом еще и забыли, меня зовут Олег Кашинцев, я бывший оперативник, майор полиции в отставке из России. И в этом видео поговорим о блокировке звонков через самые популярные мессенджеры в России, о том, как с этим бороться и обходить блокировки, ну и вообще, какие перспективы у этого всего и какие есть альтернативы. Обязательно досмотрите этот ролик до конца, поделитесь им, поставьте лайк, так вы поможете мне и моему каналу. Если вы до сих пор еще не подписаны на этот канал, то сейчас самое время это исправить. Подписывайтесь. Итак, погнали. Выглядело это все как внезапный удар. Вчера звонил, сегодня уже нет. Но на самом деле все готовилось методично. 9 августа Ксения Собчак в своем канале пишет, что операторы Большой Четверки, МТС, Билайн, Мегафон и Теле2 уже несколько месяцев убеждают Минцифры и РКН заблокировать звонки в мессенджерах. Официальный предлог – это борьба с мошенниками. Неофициальная цель – вернуть упущенные доходы от обычных звонков, за которые люди давно перестали платить. 10 августа Forbes подтверждает, идею поддержали крупнейшие банки России, заявив, что их антифрауд-системы не работают в мессенджерах. А о том, что по данным того же ЦБ, 3/4 всех мошеннических звонков в России идут через обычные телефоны, банки скромно умолчали. 11 августа по всей стране начинаются массовые жалобы на сбой в WhatsApp и Telegram. То звонок не проходит, то сбрасывается через секунду. Коммерсант сообщает, что это тестовые выборочные блокировки, которые, как выясняется, шли еще с 1 августа, тихо, без официальных объявлений. 12 августа Собчак снова пишет: решение принято на самом верху. Формулировка дежурная, но намек на Кремль прозрачен. Ее источники говорят, запрет согласовывали под эгидой борьбы с терроризмом. 13 августа Роскомнадзор официально объявляет о частичном ограничении звонков. Чаты и пересылка медиа остались, но голос и видео под нож. Ну чушь какая-то. С кем там разговаривать, я просто не понимаю. Итог: 5 дней от первой утечки до приговора. Даже по российским меркам, где решения часто принимаются кулуарно и быстро, это почти рекорд. Но если вспомнить блокировку Viber, Signal, Discord и других, все встает на свои места. Сначала вброс через источники, затем тестовые сбои, потом официальное отключение и дружеское предложение перейти на надежную отечественную альтернативу, полностью подконтрольную спецслужбам. Гребаный Макс. Официальная версия запретов на звонки – это борьба с мошенниками и террористами. На деле цель простая – пересадить всех на отечественные мессенджеры вроде Макса, ВК, которые я считаю не приложениями, а портативным сормом у вас в кармане. Полный доступ к звонкам, перепискам, файлам, камере, микрофону, геолокации, короче, ко всему. И все это под соусом заботы о гражданах. Видео, кстати, о том, что такое мессенджер Макс, я делал ранее. Вот оно. Переходите по ссылке в описании и смотрите его. Ну и кратко о Максе буквально. Это разработка не какой-то там инновационной российской IT-компании, а фирмы, напрямую связанной с ВК. Ну а ВК – это не про котиков и фоточки с шашлыков, это про удобный блестящий шлюз в ваши личные данные для ФСБ. Обеспечение безопасности граждан Российской Федерации должно быть на первом месте. Серверы Макс не просто в России, они физически живут в инфраструктуре ВК. Это значит, что у клоунов из ФСБ полный комплект ключей. От всех ваших звонков, переписки, фото, геолокации, микрофона, камеры, да хоть от списка покупок в вашей заметке. От всего. Сквозное шифрование? Анонимная регистрация? Нет, не слышали. Здесь все честно. Ваш номер телефона – это цифровой ошейник, намертво привязанный к паспорту и, соответственно, к Максу. А вишенка на торте здесь – это пользовательское соглашение, в котором без малейшего стеснения написано: будем собирать, хранить и передавать абсолютно все. Всем, кому захотим, и тогда, когда это нужно товарищу из ФСБ. Короче, Макс – это не альтернатива иностранным мессенджерам. Это цифровая конура, в которую вас пытаются загнать под вывеской защиты. И как только вы там окажетесь, можете сразу помахать рукой своим правам на личную жизнь. Это будет шоу Трумана с вашим участием, и жить вы будете в прямом эфире для Лубянки. Кстати, а если они так ноют про мошенников, которые якобы звонят через мессенджеры, предлагаю провести эксперимент.
Товарищи мошенники, звоните теперь только через МАКС. Интересно, заблокируют ли там звонки или нет? Или вдруг окажется, что в родном мессенджере и террористы, и мошенники – это свои люди. Как обойти блокировку звонков, если вы хотите продолжать использовать Telegram и WhatsApp? Первое и главное – это VPN. Да, то самое слово из 3 букв и тот самый инструмент мирового зла, от которого в Минцифры и РКН нервно дергаются глаза. Формально в России VPN пока не запрещен, хотя власти регулярно устраивают охоту на популярные сервисы, особенно бесплатные и массовые. Но запретить саму технологию они не могут, иначе придется закрыть половину корпоративного сектора, банков и госучреждений, которые также сидят на VPN. Насколько мне известно, на данный момент включенный VPN полностью восстанавливает нормальные как голосовые, так и видеозвонки в Telegram и WhatsApp. Как он, этот VPN, работает? Все просто и гениально. Более подробно я об этом уже говорил вот в этом видео, ссылка есть в описании. Если кратко, то ваш интернет-трафик шифруется и проходит не напрямую между вами и нужным сервером, а через сервер посредника, через другую точку мира, например, Финляндию, Исландию, Канаду, США. Для провайдера и Роскомнадзора это выглядит как непонятный поток данных, внутри которого невозможно увидеть, что именно вы делаете. Я ничего не вижу в этой чертовой штуке! Я не могу дышать! Не могу ехать в этой чертовой штуке! Да пошли вы все в задницу! Хотите звонить в Telegram? Пожалуйста. Хотите смотреть YouTube без замедлений? Легко. Все, что они видят, это то, что вы куда-то подключились и что трафик зашифрован. И не забывайте про функцию обфускации в настройках вашего VPN. Это когда трафик через него маскируется под обычное интернет-соединение, так что даже провайдер не поймет, что у вас включен VPN. Какие технологии, протоколы сейчас используют нормальные VPN-сервисы и какие лучше заходят для звонков. ShadowSax – простой, быстрый, маскируется под обычный интернет-трафик, что затрудняет блокировку. V2Ray – гибкий, устойчивый к контролю DPI, можно запускать на нестандартных портах. WireGuard – новый фаворит, работает даже на слабом интернете, легко настраивается и быстро шифрует. Можно маскировать под что угодно. Ну а если нет VPN, спросите вы? Что, у вас до сих пор нет VPN? Ну это вы зря так. Это как выходить в город без штанов. Формально можно, но риски большие. VPN, работающий в России, можно найти всегда. Безопасно пользоваться мессенджером и в целом интернетом в сегодняшней России без VPN, такой вариант я сейчас вообще не рассматриваю. И пара мелочей, которые спасают. Настройте у друзей и семьи один и тот же VPN, чтобы не объяснять по телефону потом, куда нажать в случае момента X. Не пользуйтесь бесплатными VPN, например, с Google Play с описанием Super Fast Free VPN. Let me speak from my heart in English. Половина из них либо не работает, либо шлет ваши данные на сервера, которые контролируют те же, от кого вы прячетесь. И помните, VPN это не только про свободу слова, это еще про свободу слышать друг друга. Если не хотите оставаться без связи в самый неподходящий момент, настройте обход блокировок заранее. Кстати, WhatsApp уже отреагировал на блокировки. Там прямо сказали, будут и дальше делать все возможное, чтобы услуги связи со сквозным шифрованием оставались доступны людям по всему миру, в том числе и в России. Думаю, что это намек на то, что WhatsApp попытается внедрить систему обхода блокировок. То есть пока в Кремле мечтают загнать всех в МАКС, в Мета им как бы намекнули. Мы не собираемся подыгрывать вашей паранойи. Какие есть альтернативы Телеграму и WhatsApp, если вы не хотите ими пользоваться? Сразу оговоримся, российские мессенджеры мы даже вообще не рассматриваем. Макс, ВК и прочие с пометкой Made in Russia – это не альтернатива, а билет в два конца. Сначала в СОРМ, но затем в кабинет к следователю. Тут разговор короткий. Хотите, чтобы ваши разговоры в реальном времени слушала Лубянка? Ставьте. Не хотите? Вообще забудьте, что они существуют. Я хочу разделить возможные альтернативы на те, что не заблокированы и все еще работают без VPN, и на те, что заблокированы в России. Да, чудеса бывают, кое-какие сервисы еще не тронули. Их можно использовать без VPN. Но важно, это не значит, что их не заблокируют завтра. И не значит, что без VPN их использование на 100% безопасно. Поэтому держите в голове запасной план. Итак, Google Meet банально, но работает. Не заблокирован. Работает без VPN. До 100 участников в чате бесплатно, час на звонки. Работает прямо из браузера без установки приложения. Шифрует трафик. Ну а Google сливать ФСБ напрямую никогда не будет. Плюс хорошо тянет даже на слабом интернете. Далее это Zoom.
тоже не заблокирован, 40 минут бесплатно до 100 участников конференции. Да, компания за последние годы наломала дров с безопасностью, но для обычных звонков вполне вариант. И главное, пока не блокирует. Еще вариант – это Microsoft Teams. Офисный комбайн, но обычные звонки, видеоконференции доступны бесплатно до 300 участников. Еще вариант – это FaceTime для яблочников. Можно, кстати, позвать в звонок даже человека без iPhone через браузерную ссылку. Apple свою репутацию бережет, поэтому сливать ваши разговоры российским властям будет только через официальный суд в США. А это долгий, муторный процесс и означает, что сливать вообще никогда не будет, если только вы не настоящий террорист. GTmeet – полностью бесплатный и открытый сервис для видеозвонков. Можно запустить хоть на собственном сервере, хоть через официальный. Работает в браузере, не требует никакой регистрации и в случае чего легко клонируется в любой точке мира. Еще один – это KakaoTalk, самый популярный мессенджер в Южной Корее. Почти WhatsApp, только с корейским лицом. Пока вроде работает, но это пока очень условное. Следующее – это Delta Chat. Выглядит как мессенджер, но на самом деле использует email в качестве транспорта. Работает даже там, где все остальное уже убили. Но звонков как таковых нет, зато можно обмениваться текстовухами и файлами без палевного сервера. Но вы должны понимать важную вещь, что даже если те мессенджеры, о которых я только что сказал, еще не заблокированы в России, то в ближайшее время руки РКН доберутся и до них. Я уверен, что в России в ближайшее время не останется совсем безопасных, не заблокированных мессенджеров. Последние действия властей об этом четко говорят. Поэтому мой единственный важный совет все-таки следующий. Установите хороший платный VPN-сервис, который не имеет никакого отношения к России, у которого есть функция обфускации, это маскировка трафика, о которой я говорил. Установите его себе, своим близким и друзьям. Подключайтесь только через сервера, расположенные в безопасных с политической точки зрения странах. То есть не подключайтесь к тем серверам, которые находятся в России или в странах, которые дружественны с Россией. И будет вам счастье. Из тех же, что заблокированы, безопасны, но работают с VPN, можно использовать следующие. Да, их придется запускать через VPN, но зато это проверенные временем и безопасные решения. Сигнал официально заблокирован, но при включенном обходе цензуры, то есть в настройках заходите, конфиденциальность, ставите галочку «Звонки» и чаты будут работать без проблем. Сквозное шифрование, открытый код, нет привязки к имени, фамилии, только номер телефона. Для первой установки и регистрации в нем, возможно, придется включить VPN, если вы в России, но затем, если включить в настройках функцию обхода цензуры, о которой я сказал, поставив нужную галочку, возможно, будет работать уже без VPN. Element – децентрализованный чат и звонки. Можно выбрать любой сервер или поднять свой. Даже если основной сервер заблокируют, сеть продолжит работать. Далее это Simplex Chat, полностью анонимный, без идентификаторов. Каждая сессия это как новый пользователь. Работает только через VPN, но зато уровень приватности выше, чем у большинства. Ну и разумеется, есть еще Wire, швейцарский сервис с сквозным шифрованием, и Trima, тоже из Швейцарии. Регистрация без номера телефона, код закрытый, но репутация у сервиса хорошая. Платный, но это как раз тот случай, когда стоит заплатить хотя бы за то, чтобы не платить потом свободой. Итог всей этой истории простой. Если хотите звонить без VPN, пока еще есть Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, FaceTime и Jitsi. Но всегда держите в запасе хороший VPN на случай, если завтра Роскомнадзор решит, что вся связь за пределами Макса и ВК – это новый способ терроризма. А лучше все-таки научитесь пользоваться VPN и общайтесь безопасно там, где это действительно безопасно и удобно для вас. У меня на этом все. Оставляйте свои комментарии под этим видео. Не забывайте также подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка в описании. Информация там обновляется каждый день. Ну и там вы найдете много чего интересного. Если у вас есть важная или интересная информация, в том числе о коррупции руководства силовых органов в России, можете анонимно поделиться ей со мной. Как это сделать безопасно, можете узнать в моем телеграм-канале. Ну и как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.